Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание народным приметам, народным традициям на 9 февраля. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Далее все в этом видео. Итак, друзья, 9 февраля нас с вами православной церковью почитается святитель Иоанн Златоуст, который предстает перед нами как великий учитель и проповедник христианства. Его жизнь и деятельность полны вдохновляющих моментов и уроков, которые остаются актуальными и по сей день. Иоанн Златоуст родился в знатной антиохийской семье, однако в раннем возрасте потерял отца и был воспитан своей матерью, истинной христианкой. С первых лет он проявлял удивительные способности, которые стали со временем развиваться. Получив образование у знаменитого оратора Ливания, он быстро прославился благодаря своему красноречию и ораторскому мастерству. Однако, несмотря на свой успех в мирской жизни, Иоанн Златоуст почувствовал себя призванным к духовному служению. После принятия крещения и смерти матери он ушел в уединение, проведя несколько лет в молитвенной пустыне. Позднее он был призван служить в церковь и стал известен своими псалмами и проповедями. Иоанн Златоуст активно боролся за истинную веру и моральные принципы, что иногда приводило его в конфликт с властью. Он был изгнан из Константинополя дважды, однако даже в изгнании продолжал служить и учить верующих. Его труды и проповеди распространились по всему христианскому миру, а его имя стало синонимом благочестия и мудрости. На Руси произведения Иоанна Златоуста были широко известны и почитаемы. Его беседы и другие творения стали духовным наставлением для многих поколений православных верующих. В этот день, 9 февраля, верующие обращаются к святителю с молитвами о помощи в трудных ситуациях и просвещению разума для понимания духовного учения. Молитвы к святителю Иоанну Златоусту в его память направлены на просьбу о помощи в трудных жизненных ситуациях, особенно в моменты отчаяния и испытаний. Верующие обращаются к нему с просьбой о мудрости и просвещении разума, чтобы понять духовные истины и наставления. Также в этот день, помимо молитв к святителю Иоанну Златоусту, часто читают заговор от зубной боли. А вот в народном месяцесловии этот день, 9 февраля, известен как Златоустьев огонь или Златоустов день. Этот день имеет особое значение и в народной метеорологии, поскольку, согласно народным приметам, погода в этот день может предсказать характер погоды на ближайшие дни. Златоустов день часто рассматривается как ключевой момент для прогнозирования погоды весной. Многие люди обращали внимание на погодные условия в этот день, чтобы понять, а какие изменения они могут ожидать в ближайшем будущем. Существует несколько важных народных примет, связанных с Златоустовым днем, которые могут помочь предсказать погоду. Поэтому, если в этот день идет снег или дождь, то, согласно народным приметам, можно ожидать устойчивой погоды в ближайшее время. Если же день ясный, солнечный, то это может предвещать переменчивую погоду с периодическими осадками. Если температура в Златоустов день высокая, это может указывать на наступление весны и теплую погоду в ближайшие дни. А вот низкая температура в этот день, наоборот, может предвещать продолжение зимы или морозы в ближайшее время. Сильный ветер в этот день может быть признаком изменчивой погоды и возможных атмосферных фронтов, которые принесут осадки. Наблюдение за облаками в Златоустов день также могло помочь предсказать погоду. Например, низкие тучи могут указывать на вероятность осадков, тогда как ясное небо может предвещать сухую и солнечную погоду.
В древние времена, когда жизнь зависела от мудрости и тщательной подготовки, особое внимание уделялось огню в печи. Для многих людей печь была не только источником тепла, но и символом уюта, достатка и мира в семье. В особенности этому был посвящен 9 февраля, известен как Златоустов день. В этот день особое значение придавалось тому, как зажигался огонь в печи. Чтобы обеспечить семью достатком и миром, печь нужно было затопить так, чтобы все поленья одновременно загорелись, а устье печи стало золотым, что и назвали наши предки этот день Златоустьевым огнем. Это было своеобразным обрядом, символизирующим желание привлечь богатство и гармонию в дом. Подготовка к Златоустому дню начиналась задолго до него. Заранее сушили дрова и заготавливали лучину. Лучина играла важную роль в зажигании печи, так как от нее зависела дальнейшая судьба огня и тепла в доме. Ее изготовление было тщательным процессом. Лучину заготавливали заранее, часто в холодное время года. Зимой деревья перестают выделять сок, что делает дерево более сухим и подходящим для лучины. На лучину чаще всего рубили березы, так как их древесина хорошо горит и не имеет сильного запаха. После того, как березы были срублены, их распиливали на чурки, длина которых составляла более 80 сантиметров. Чурки разламывали пополам, снимали с них кору и целый год сушили. Этот процесс позволял дровам стать еще более сухими и идеально подходящими для использования в печи. Лучину щипали специальным ножом-лучевником, делая ее в ширину и толщину не более 3 сантиметров. Тщательно подготовленная лучина обеспечивала хороший зажиг огня в печи и сохранение его на длительное время. Также одним из интересных обычаев этого дня было использование златоустьего огня в лечебных целях. Наши предки верили, что огонь, зажженный в этот день, 9 февраля, обладает особыми целебными свойствами и способен излечить от всех болезней. Поэтому больного подводили к этому огню, и он должен был смотреть на пламя и читать про себя трижды молитву «Отче наш». Тепло от огня, согласно народным приметам, наполняло тело и выгоняло все болезни, помогая тем самым человеку поправиться. Еще одним обычаем, связанным с Златоустовым днем, было поминовение умерших родственников. Готовили ритуальную трапезу, которая включала в себя компот, рисовую кашу и пироги, растягая с различными начинками. Эти блюда затем несли на кладбище, чтобы положить на могилы, а также раздавали нуждающимся и голодным. Люди, родившиеся 9 февраля, считается, что обладают особым характером и качествами, которые делают их хранителями домашнего очага. Этот день рождения ассоциируется с силой, со стабильностью и защитой, что делает его обладателей важными членами семьи или сообщества. А вот талисман, который нужен людям, которые родились 9 февраля, это, как правило, алмаз. Этот драгоценный камень символизирует прочность, чистоту и бесконечность. Также он является амулетом защиты от негативных энергий и дарит своему обладателю силу, уверенность и благополучие. Сны, приснившиеся в ночь с 8 на 9 февраля, часто содержали в себе подсказки и предсказания, особенно по темам, связанных с любовью. Это могло быть связано с особенностями энергии этого дня и его влиянием на эмоциональное состояние человека. Также они могли указать на возможные изменения или события в вашей личной жизни. Поэтому важно обратить сегодня внимание на эмоции и ощущения, которые вызывают сны, и попытаться разобрать их значение для себя. Кроме того, сны, увиденные в эту ночь, могут стать источником вдохновения и интуитивных идей для решения существующих проблем или вопросов в вашей жизни. Они могут подсказать вам новые пути и направления, которые мы можем исследовать, или предупредить о возможных опасностях или препятствиях.
Что же нужно было делать в этот день, 8 февраля, по народным приметам, традициям и обычаям? В этот день, известный как Иван Златоуст или Златоустьев огонь, люди особенно внимательно относились к огню в печи, стремясь тем самым привлечь в свой дом достаток и благополучие. И одним из особых обрядов этого дня это было затопить печь таким образом, чтобы все поленья загорелись одновременно, а устье печи окрасилось золотым светом. Это действие символизировало желание привлечь в дом материальное благополучие, изобилие и достаток. Кроме того, в этот день принято было обращаться к святителю Иоанну Златоусту с молитвами о помощи в учении и в духовных силах. Многие верующие просили его о просвещении разума и вдохновении для понимания духовных истин. Также важным аспектом этого дня было чтение особых магических слов от зубной боли. В народной медицине существовали различные обряды, ритуалы, магические слова, направленные на облегчение физических страданий. И, конечно же, заговор от зубной боли был одним из них. Традиционным блюдом, которое готовили в этот день, были особые пироги, растягая с грибами, мясом и рыбой. Пироги эти должен был съесть каждый член семьи, так как считалось, что это привлечет большой достаток в следующем году. Важным символом 9 февраля было зажжение свечи и ее размещение в главной комнате дома или квартиры. Свечной огонь горел на протяжении всего дня, тем самым символизируя здоровье, мир, любовь и достаток в семье. Что же нельзя было делать 9 февраля по народным приметам? Дело в том, что 9 февраля – это день, на который в народной культуре приходится особое внимание к огню и его символике. В этот день, известный как Златоустов день, существуют определенные народные приметы и запреты, связанные с бытовыми делами, которые, согласно поверьям, могут повлиять на судьбу и на благополучие человека. И одним из запретов, существующих в этот день, является чистка печки или очага. Эта народная примета произошла от древних поверий о том, что на Ивана Златоуста или святителя Иоанна Златоуста очаг должен гореть не переставая. Потушить главный символ домашнего уюта считалось неблагоприятным знаком, который мог принести в семью неприятности, горести и бедность. В современном мире трактовка этой народной приметы, конечно же, изменилась. Ее можно понимать в более обобщенном контексте. Сегодня, с учетом развития технологий и изменения бытовых условий, запрет на чистку печки может быть интерпретирован как запрет на занятия, связанные с очисткой кухонной техники. Например, чистки кухонной плиты, варочных поверхностей и панелей. Все это может рассматриваться как несовместимая с этим днем активность. Согласно древним поверьям, если в Златоустов день использовать для топки печки сырые дрова, то в доме на целый год поселятся печали и несчастья. Поэтому этот обряд был связан с магическими представлениями о магическом значении огня и его влиянии на судьбу человека. Считалось, что качество дров, используемых для топки, напрямую влияет на благополучие и удачу в доме. Кроме того, в этот день также существовал запрет на обычный способ топки печи. Вместо этого дрова должны быть сложены таким образом, чтобы они вспыхнули одновременно. Это считалось особенным обрядом, который был направлен на привлечение плодотворного года, а также на установление в доме счастья и удачи. Также в этот день не рекомендуется дарить и получать подарки в Златоустов день, так как это может привлечь большую беду. Этот обычай базируется на магических представлениях о том, что определенные действия в определенные дни могут привлечь негативные последствия. Поэтому, если на Златоуста приходится день рождения, то традицией становится платить дарителю, давая взамен монетку, чтобы предотвратить негативные последствия.
Кроме того, существует поверье о том, что на Златоустов день не стоит заниматься покупкой одежды и обуви. В этот день, согласно народным приметам, черные колдуны и ведьмы посещают магазины и читают наговоры на болезнь, смерть и одиночество, что может привести к порче тех вещей, которые были куплены в этот день. Также не рекомендуется в этот день мыть голову, так как вода, смываясь, может снять защиту, предоставленную высшими силами. Это считается неблагоприятным знаком и может привести к возникновению крупных неприятностей, чаще всего личного характера. Такие представления базируются на магических убеждениях о том, что определенные действия в определенные дни могут нарушить гармонию с окружающим миром и привлечь негативные последствия. Еще одним запретом, связанным с этим днем, является предостережение незамужним девушкам обжигаться или раниться острыми предметами. Считается, что такое действие может привести к наложению порчи и возникновению безбрачия. Кроме того, нельзя использовать воду, которой купали ребенка в этот день, потому что это может привести к тяжелой болезни ребенка. Еще одним запретом этого дня является игра с драгоценным кольцом на пальце. Если кто-то играет с кольцом в этот день, то это может привести к измене со стороны второй половины или к предательству со стороны друзей или близких. Кроме того, в этот день стоит избегать любования своим отражением в зеркале. Это связано с уважением к памяти святителя Иоанна Златоуста, который по преданию не одобрял самолюбование. Верили, что любование собой в зеркале может привести к нежелательным последствиям, включая потерю разума. Также в этот день нельзя принимать участие в азартных играх. Верится, что в Златоусте огонь, который традиционно зажигается в этот день, не приемлет такие виды развлечений. Дело в том, что люди, которые играют в этот день, могут разориться и потерять все свои деньги, как говорится, оставшись без последней рубахи. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 9 февраля, по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях напишите слово «благодарю». Кто спрашивал, как нас можно отблагодарить. Друзья, ссылка в описании к этому видео. Благодарность можно выразить через донат. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ.